Добрый день. Что происходит на тонком плане, если крещеный человек увлекся ведическим знанием и его изучением, и если христианство ему безразлично? То есть, наверное, спрашивают, можно ли не раскрещиваться и пойти изучать ведизм, и что при этом будет, если я правильно поняла вопрос. Начнешь, Григорий? Если вы пришли в христианство и вас покрестили, да, то есть садили вас на полевом уровне там, клин, заблокировали вашу ауру, отключили вас от вашу сахаростраву от подключения тонким энергиям в известной степени, полностью отключить человека сложно. То есть куда бы вы ни пошли, это все равно с вами останется. Вопрос в том, что если вы приходите, например, в ведизм, да, то потенциально запускается система, которая может со временем это убрать. То есть сколько вам понадобится времени? 10 лет, 15, 20. Попадете на мастера какого-то, который для вас это сделает. Это вещи очень непростые. То есть можно прийти в любую систему, например, буддизм, не знаю, суфизм, дзен, где мастера, в принципе, с практикой это с вас снимут. То есть возможно это. То есть это не означает, что какие-то отдельных несколько человек в мире, которые это делают. В принципе, любой серьезный эгрегор может снять структуры эгрегора, которые были при человеке, если он уходит из той структуры. Но вопрос в том, что это сделать достаточно непросто. И по умолчанию это делается только тогда, когда человек осознанно отключается от старой структуры. А лучший вариант, когда приходит к мастеру, который этим занимается, и просит, чтобы это было сделано. То есть как-то в каждой системе какие-то свои отношения, там, где-то это связано, где-то платится за это, где-то выполняются какие-то ритуалы, или выполняется какая-то работа, или что-то еще, но это делается специально и намеренно. Само по себе, чтобы это прошло, это, в общем-то, ждать достаточно долго, потому что христианство это делает очень жестко, то есть жестко, очень глубоко. Но представьте, что вот в дерево со всей силы всадили топор, и представьте, что он выйдет туда сам. Сколько нужно времени, чтобы сам оттуда вышел. То есть, чтобы вот это место, где он садился, оно размягчилось, да, чтобы там появилась возможность, чтобы как бы там какой-то зазор. Представьте, сколько времени уйдет. Но вот на болевом уровне, это, конечно, может быть не до конца корректное сравнение, но примерно та же самая ситуация. А это на самом деле делается еще более жестко, потому что не просто вас сажается клин, да, вас еще отключают. То есть, если вы приходите в чистое учение, чистую традицию, то есть на вас будет оказываться правильное воздействие, вплоть до того, что на вас эта система будет устанавливать свои конструкции. В определенный момент возникнет конфликт. Тогда, когда что-то из ведизма на вас не установить, пока эти христианские безобразия с вас не сняты. Потому что крещение без этих христианских безобразий не может быть. Сама система так построена. Даже через хорошего священника, скорее всего, это безобразие всадят. Потому что система так построена, чтобы доить людей и делать из них зомби, безвольных зомби. То есть эта конструкция сама по себе не случайна. Если у вас нет каких чувств христианства, то есть вы никак не относитесь к тому, что вы подписались на то, что вы раб Божий, понимаете, а вас с вами это все равно сделали. То есть вы не проецируете свою энергию намеренно. То, что вас осадили, соответственно, на полевом уровне, она все равно остается и все равно работает. Со временем это очень долго снимается. Если вы, конечно, очень глубоко в какую-то традицию войдете, например, станете, предположим, мастером дзен. То есть на полевом плане, возможно, эти вещи с вас снимут сущности. То есть, когда вы начинаете работать на систему очень серьезной, становитесь в системе значимым существом, если вы это не сделаете сами, то с вас это могут снять. Но поймите, на вас огромное количество времени и огромное количество ресурсов будет до тех пор заблокировано тем, что христианство на вас повесило. Поэтому, если вы в христианство не верите, вы не проецируете на нее вашу энергию, то есть не транжирите ее. Но если это не снято, то это на вас все равно воздействует. Вас какие-то значимые вещи блокируют. Поэтому чем быстрее от этого избавитесь, тем лучше. То есть, представьте, что у вас заноза. Да, то есть, и ожидать, что заноза выйдет сама. Ну, может и выйдет. Благодарю, Григорий. На собственном примере скажу, что обращалась одна дама, она в Москве занимается вещами типа цигун, тайчи, я не помню точно, чем она занималась. Она работает с такими приличными группами людей, это серьезный мастер, так скажем, в своем деле. И по каким священным местам и монастырям душевным, духовным она только не ездила. Так вот, тем не менее, спустя многие годы пришла на раскрещивание. И вот я снимала с нее блокировки, которые ни один мастер, ни один монах, где она там медитировала,
по полгода они жили там в восточных странах, не снял. Я не спрашивала, почему. Вот, очевидно, немного мастеров, либо она не доросла еще до уровня, когда она это смогла сделать сама, или ей бы предложили те мастера, с которыми она работала, либо нет мастеров, которые могут сделать эту работу качественно, потому что, ну, эта дама меня удивила, так скажем. С такой подготовкой, тем не менее, оставаться с заблокированными каналами. И вместе с заблокированными каналами я напоминаю, что блокируются живые сущности, которые живут в ваших тонких телах, которые с вами сотрудничают, которые тонкие тела обслуживают. То есть вот у нее была подобная ситуация. Было существо заблокировано около 30 лет. И когда мы сняли блок, вот оно пришло персонально меня поблагодарить. Это первый раз и последний в моей практике. Последний не знаю, может быть, еще будет, но не дай бог, конечно, таких непростых ситуаций. Вот оно пришло персонально меня поблагодарить за то, что оно 30 лет сидела неподвижно, вот так вот там зафиксированно, и ничего не могла для этого человека сделать. А человек крестился лет 30 там, или 35 назад. Ну, тут ситуация в том, что, насколько я помню, эта женщина, она не просила этих мастеров это делать, а мастера, которые, по идее, должны были это видеть. То есть они как бы сами это никак не отреагировали. Если вы считаете, например, предположим, последователем суфийской традиции, вы приходите к суфийскому мастеру, и мастер видит, что у вас эта хрень висит, в общем-то, и ничего, никак на это не реагирует, это было бы очень странно. Конечно, в каждой системе свои взгляды на эти вещи. Чтобы, например, практиковать суфизм, избавляться от этого придется. То есть, если вы не избавляетесь, это вроде того, как вы пытаетесь бегать там 10 кирпичами на спине. То есть, ну, можно, конечно, бегать, и вы, если вы будете сильно тренироваться, вы бегать научитесь, но вы всегда будете серьезный бессмысленный груз на себе носить, то есть, который ничем вам не поможет, а вот съедать ваши ресурсы будет. Вот, многие вещи в этом плане были странные. Странно, что мастера, к которым она ходила, эти вещи, ничего про это не сказали, что не пытались это снять. Это много-много вопросов. Просто такие ситуации бывают, что даже когда люди серьезно практикуют какие-то традиции, какие-то даже и к некоторым мастерам, или те, кто считают себя мастерами, либо те, кто являются мастерами, не располагают такими возможностями, не все мастера в традициях настолько видящие, к сожалению. Это продолжает оставаться и продолжает мешать жизни, и по определенным причинам не снимается. Возможно, мастера специально не говорили ей, чтобы она это увидела сама. Но вообще странно, конечно, потому что если вы последователь какой-то чистой традиции, первое, что вы сделаете с человеком, это снимите с него все эти блокировки. Это сейчас с ним поговорите, спросите, вы знаете, что у вас висит это, да? Понять, почему это висит. Человек принимает решение. В первую очередь блоки снимаются, потому что это первое будет, что мешать мастеру передавать учение, передавать традицию. Вот. Это вещи достаточно странные, поскольку сейчас многие, те, кого называют мастерами, то есть, во всяком случае, люди, обладающие приличными способностями, либо эти вещи не видят, либо по каким-то причинам не снимают, что очень и очень странно. То есть, вот, теми традициями, которыми я знаком, согласно их идеям, это, в общем-то, снимать нужно в первую очередь. Ну, со всеми основными духовными традициями, которые сейчас известны в мире. Вот. Эти вещи надо снимать в первую очередь. Ну, потому что приходит тебе практикующий, и он начинает не понимать какую-то банальную информацию. Либо может понять глубоко, понимает наполовину. То есть, тратятся огромные силы, ресурсы, мастеру нужно больше вкладывать сил, чтобы донести, в общем-то, информацию, которую понимает и человек с меньшим потенциалом. Благодарю, Григорий. Следующий вопрос. Тут Леся, который ты отвечал про осознанное отключение от христианства, пишет: я не раскрещивалась, насколько я поняла, она крещеная, я не раскрещивалась, но она пишет, зависимости у меня нет. И самое осознанное отключение, благодарю. То есть я хотела бы Лесю предостеречь от эйфории по этому поводу. То есть это хорошо, если вы осознанно себе скажете, я больше не принадлежу к христианскому эгрегору, поговорите с Богом, Он поможет, придет, поможет вам избавиться от этого, и вы посмотрите, как изменится ваша жизнь, и кто-то сможет принять вашу работу, то есть посмотреть мастера, сказать, да, действительно, все в порядке, вам раскрещивание не нужно. Некоторые люди живут в эйфории, и вот когда приходят на раскрещивание спустя годы, говорят, почему же я раньше не пришел? Потому что, чтобы осознанно снять раскрещивание, вы должны быть мастером определенного уровня, либо попасть в сообщество, где вам помогут это сделать. То есть это хорошо, что вы осознанно себе это скажете, и я верю в вас, но хочу предостеречь вас от, так скажем, чрезмерного оптимизма по этому поводу.
Я за все время работы на проекте раскрещивания встретила только двоих или троих, ну, давайте скажем, двоих людей, которым раскрещивание было не нужно. Один это был мальчик маленький из западных стран и девушка из Сибири. Это были люди, которых, ну, можно сказать, наши такие святые по прошлым жизням, которым мое раскрещивание не понадобилось. Григорий, добавишь что-нибудь? Я могу еще добавить ту ситуацию, что паразиты могут создавать у вас на полевом уровне такое чувство эйфории. То есть это не лично ваша эйфория, а вам его специально создают. То есть этого нет, знаете, как будто вот этого нет, не существует, что вот все хорошо. Есть такая точка на биополевом уровне, если на нее надавить, то у человека идет состояние эйфории, состояние кайфа, благости. То есть она является не следствием изменения в сознании человека, не следствием изменений в полевой структуре, не следствием изменений в физиологии, а следствие того, что надавили на определенную точку управления и запустили ложный сигнал, который по форме похож на позитивный, да, то есть, а по сути это сигнал о том, что сигнал о том, чего не происходит. И то, что, например, у вас такое состояние, что у вас все замечательно, это может быть тот самый ложный сигнал, который помогает, в общем-то, посылать эти паразиты, которые при христианстве сидят. Их много, поскольку если система по своей идее паразитическая, то к ней прикрепляются другого рода паразиты. Они проскакивают там через трещины, через каналы какие-то особых случаев, да, и они также производят какое-то воздействие. Их огромное множество, и на каждого человека они воздействуют, исходя из его психических склонностей. У вас есть склонность к эйфории, да, они будут вам говорить, что у вас все замечательно, да, у вас просто здорово, ну и что у вас там топор всадили. Вот вы большая такая, сильная, веселая, что страшного, что у вас топор там сидит. Поэтому чем опасны эти эйфории, что как вам затуманивают глаза, не бывает безболезненного крещения, как не бывает безболезненной занозы, которая у вас сидит. Рано или поздно она вызовет проблемы. Поэтому если вы никак не относитесь к христианству, но вас крестили, да, то есть если у вас в телефон посадили жучок, да, то вас будут прослушивать и снимать с вас информацию. В зависимости от того, верите в этот жучок, не верите в этот жучок, боитесь этого жучка, не боитесь этого жучка, это будет работать. И поэтому в этом плане нужно быть прагматичным, то есть в лучшем смысле слова. То есть не цепляйтесь за эйфорию. То есть прежде чем что-то отрицать в себе, вы должны разобраться, действительно ли это есть. То есть и ваше какое-то внешнее впечатление, внешний эмоциональный фон, внешняя вера в себя, она ситуацию не изменяет коренным образом. Она помогает, может двигаться в нужном состоянии, но она вам закрывает глаза на проблемы. Если вот вы корабль, и у вас остался якорь. Если даже вы большой корабль с огромной возможностью, с большой мощностью, то якорь все равно вас тормозит. И какие ни были сильными паруса, то есть какими не были сильными весла, вы в каждый момент времени теряете часть потенциала. То есть не нужно в этом плане в эту эйфорию цепляться. Вы, конечно, можете прожить свою жизнь и получить свой опыт. Но вот наша задача помочь человеку не совершать классические ошибки. То есть ваша ошибка о том, что все хорошо, несмотря на то, что были крещены. То есть это классическое заблуждение. Это как каждый алкоголик не думает, что алкоголизм это плохо. И в этом нет ничего страшного, потому что он еще молодой. Каждый курильщик, в принципе, думает, что нет ничего страшного в курении, мне еще 25-30 лет, у меня еще приличные легкие. Это приблизительно то же самое. Только вы со своего угла смотрите, что вот раз я не хожу в церковь, значит, со мной ничего не происходит. Когда вы станете тоньше, будете видеть глубже, вы просто ужаснетесь, что это такое. И думаете, как я могла себе позволить себе это носить. Как я вот могла ходить, измазавшись в собачье Г. И делать вид, что ничего страшного, если я сверху одеколону попшикала. Поэтому мы в целом, как команда, призываем к разумности. И прежде чем вы что-то в себе отрицаете, то сначала до конца разберитесь. То есть, и разберитесь это не просто верю, не верю, а либо сами научитесь это видеть, либо попросите того, кто действительно это видит. И он вам действительно скажет, насколько это опасно. Поэтому совет общий не только вам, и всем. Прежде чем что-то отрицать, разберитесь по существу. То есть на уровне эмоций, не на уровне самомнения, а на уровне научного исследования. То есть не можете сами, попросите специалистов. Желательно не одного. То есть либо человека с хорошей очень репутацией, а желательно парочку специалистов или больше, чтобы вы действительно понимали ситуацию, которая с вами происходит.
потому что это классика жанра, к сожалению. То есть и в этом плане вы не отличаетесь, ну, в своей ситуации от курильщика там, или алкоголика, или наркомана, у них примерно та же самая позиция. То есть, а я не боюсь наркотиков, да, я не боюсь, ничего страшного, что я выпью немножко вина. Там есть свои еще дополнительные враги, мы сейчас на этом не будем останавливаться. То есть, ваша ситуация в целом это то же самое. Я просто привожу более такие явные примеры, поскольку по сути это одно и то же. Блок, который стоит поставлен при христианстве, он подобен ситуации при курении. То есть, что делает курение? Вас убивает и блокирует. Также работают и эти христианские блокировки, то есть они работают тем же способом, только с той разницей, что на физиологическом плане прямого воздействия не идет это воздействие через полевой уровень. Но поскольку у человека все связано и нельзя что-то в человеке сломать на каком-то из уровней, чтобы это не отражалось на всех остальных.